привет! Сегодня наконец-то выбрался на рыбалку. В этом году середина мая, потеплело немножко, а то просто холода задолбали. Такое ощущение, что уже зима, скоро Новый год. В середине апреля была жара, больше 20 градусов, даже в майке выходил и, в принципе, загорел, даже чуть-чуть обгорел. А сейчас вот месяц было холодов. Ну вот, середина мая, как я уже сказал, выбрался на рыбалку на квадроцикле. Вот на таком, на моем, как очередном, на лесное озеро. Собирался, правда, долго. Рюкзак быстро собрал, как бы там уже знал, что куда чего кинуть. Вышел за ворота, выгнал квадроцикл. Вспомнил, блин, неплохо бы взять бинокль. Пошел за биноклем домой. Опять выхожу, ворота закрываю. Ё-моё, а где удочки? Поехал бы с рюкзаком полный всякого шмурдяка, а удочки не взял. Вот в чехле прицепил к квадроциклу. Удочки тоже. Опять ворота закрываю. Блин, а где же мерёга? Хотел мерёгу взять с собой, закинуть заодно, мало ли что-то заплывет. Вот она здесь лежит. Погода отличная. Выезжал из дома, уже было чуть больше 10 градусов. Сейчас на солнышке вообще прогреется, супер будет. Рыбалить будем на лесном озере. Попробую туда все-таки добраться максимально близко, потому что вот туда проехать вот этот перешеек между канав и туда еще метров, наверное, 40-50, и все, упираемся в лес, и дальше уже только пешком. До озера здесь, в принципе, 150 метров, но надо идти либо вокруг, и, в принципе, на том конце озера есть площадочки, такие хорошие места, откуда можно рыбачить, либо вот немножко с этой стороны, как бы на 11 часов площадка тоже. Тогда вокруг озера надо идти пешком. Я попробую с этой стороны подъехать на квадроцикле. Как получится, не знаю. Поставлю камеру, GoPro-шку свою 12-ю, и посмотрим, как я буду пробираться к озеру. Надеюсь, мне удастся максимально близко подъехать к озеру, чтобы тут в лесу не кидать квадроцикл. Ну что, поехали. Будем пробираться. Сейчас пока ничего, вроде дорожка, можно пробраться. А дальше, в принципе, торфяник пойдет. Там еще канава. Ну, посмотрим, как будет. Следы сапогов смотрю. Правда, очень давние. Может быть, месячной давности. Вот там канава, но мы и переезжать не будем. Она потом повернет налево, и мы у нее, в принципе, наверное, и остановимся, потому что ее не проедешь. Даже на супер квадроциклах. А у меня электрический, с обычной почти резиной. Ух ты, как я тут между деревьев-то проберусь. По-моему, никак. Разворачиваемся. Так, буксуем уже. Возьмем чуть ближе на торфянике. Пойдем вот здесь. Там вот вообще торфяники, там вообще можно сесть.
А здесь на таком как бы пригорочке можно пройти слегка. Ух ты, наехал на деревце, на сосну маленькую. Пешком тут метров 150-200 до того места, где я хочу порыбачить. Обзор этого озера вы можете посмотреть по ссылочке в правом верхнем углу. Когда я в предыдущий раз ходил, проверял фотоловушку, ну и заодно сходил на это озеро. Оп. Буксуем. Лучше не останавливаться на этих кочках. Да, если был полноприводный квадрик, проблем, конечно, нету тут пройти. Ну, как есть. Так, где мы пойдем? Возьмем левее. Ух ты, тут какое болотце. Тут, если дождь, тут уже не пройдешь. Так, вот тут главное не встрять нам. По большому счету лучше пройтись пешком, а потом уже ехать, посмотреть дорогу предварительно. А то мы наобум идем. Да, пойду-ка я пешком пройдусь и посмотрю дорогу. Иначе тут можно долго кружиться. А хотелось бы побыстрее начать рыбалку. Ну, немножко посмотрел. Сейчас сдам назад. И вот пойдем чуть-чуть левее. Здесь нужно немножко побыстрее проехать, иначе можно сесть. И вот, как бы вот тут можно немножко пройти на квадрике. Еще не знаю метров каких. Так, у меня тут удочка заденет сосенку. Ух ты, буксуем. Прошли. Сейчас бы я там, если квадрик оставил, я бы уже метров 30 пешком шел бы, если не 50. Ух ты, какие кочки-то. Так, тут надо тоже побыстрее проходить. То можем сесть. Так, опасный участок пройден. Ну вот она канава. Через нее мы никак. Она вот повернула налево. И сейчас мы вдоль канала пойдем до определенного места. И там уже, в принципе, оставим квадрик. Перелезем через канал. И вот оно будет озеро. Был бы тут проезд какой, но его нет и не будет, потому что это как бы пожарная канава в лесу, чтобы, если что, огонь дальше не распространялся.
Вот там, в принципе, за лесом, вот за перешейком, все уже озеро. В принципе, можно где-то тут оставлять квадрик. И вот здесь по тропиночке проходить. Сейчас я так и сделаю. Пойду и посмотрю. Припаркуем здесь квадрик. Если что, вернусь, перепаркую. Да, я знаю. Надо заблокировать тебя. Так, сейчас я вернусь. Да, судя по всему, я здесь переходил эту канаву, когда делал обход вокруг этого озера. Надеюсь, клещей не будет. Сосновый лес все-таки. Клещи тут мало распространены. Они обычно там, где трава и в смешанном лесу. А здесь сосны. Ну, правда, тоже присутствуют березки. Но сосны преобладают. Так, вот оно, озеро. Удачно. Я, в принципе, встал, и квадрик виден. Главное тут местечко хорошее выбрать для рыбалочки. О, лягушки уже там бегают. Так, вон я уток вижу. Водоплавающих мало, но есть. Так. Я без сапог. Я в берцах. Поэтому туда зайти и порыбалить не получится. В следующий раз надо будет взять с собой болотники. Потому что кидать не особо удобно. Ветки наверху. Можно поймать ветки. В лучшем случае оборвешь оснастку со всеми крючками, поплавками. Вот правду говорю. Ой, даже утка пошла над водой. А в худшем случае сломаешь удилище. Поэтому сейчас выберу местечко без веток над головой. Так, там тоже, по-моему, ничего особого нет. Вот там было нормальное место. Сейчас туда я и пройду. Где мой квадроцикл? Вон он там, за деревьями. Кукушка. Ё-моё, я не ожидал такой фигни. Комары. Так, здесь тоже ветки. Блин, просто я живу в поселке, но не совсем в городе, но поселок как бы. Комаров нету вообще, ни единого. Не сезон, как говорится. А тут на тебя. Блин, я с собой ничего не взял для комаров, чтобы их отпугнуть-то. Это беда, ребята. Придется искать муравейник, чтобы с помощью муравьиной кислоты отпугнуть кровососов. Так, блин, здесь тоже ветки. А место неплохое. Место неплохое. Так, пойдемте дальше. Канал уходит в сторону, и квадроцикла виден и не будет. А вот там, как раз напротив квадроцикла, было неплохо. Но там, блин, ветки. Я не хочу там рыбалить.
Так, вот место будет хорошее, но зато немножко далековато от квадрика. Ну что поделать, как есть, так есть. Да, хорошее место. Веток над головой нет. Так, немножко влажно, хлюпает. Ну, как есть. Ух ты, перо торчит. О, хорошо, никого нет здесь над головой. Вот здесь я и буду рыбалить. Так, сейчас я оставлю на сухом месте свои причиндалы, шмурдяк весь, и пойду заблокирую квадрик. Так, одна сумка и рюкзак. Вот так. Ну, извините, крючков нету на дереве, на сосне. Все. Возвращаюсь к квадрику, пойду заблокирую его. Пушка провожает. Путь дорога. Ах, супер. Ветра нету. Поплавок будет хорошо стоять. Но здесь так еще заводь такая, типа бухточки. Ладно, иду к квадрику. Так, вот он, мой родной квадрик. Благо квадрик у меня малозаметный. Камуфляж. Специально такой брал, чтобы ездить на природу, и он не бросался в глаза. Предлагали красный. Нет, красный мне не надо. Есть еще синий камуфляж. Тоже, в принципе, ни к селу, ни к городу. И вот зеленый есть. Все, 3 расцветок только. Ну, а здесь мы у березок его и поставим. Развернем, правда, сразу его туда. И все. И заберем еще наши удочки и мерёгу. Каналы там дальше все полноводнее, полноводнее, как говорится, и непереходимо, и непереезжаемое. Вот здесь у 2 березок и поставим. Все. Конники тут ходили. Я имею в виду лесные лоси. Вот следы, он туда прошелся, обратно вернулся, видимо, через канал ломанулся. Все, забираю удочку и мерегу, оставляю квадрик и пойдем рыбалить. Ну вот, весь мурдяк здесь. Первым делом начнем с мереги. Закинем ее. Взял я сухой хлеб и взял мешочек. Такой используется, как бы в стиральные машины кидается, там для щадящей стирки, там кроссовки или еще что-нибудь такое. Вот туда хлеб. Он будет не так сильно размыкать и выплывать. Засовываем внутрь и пойду закину. Идем закидывать. Вот я выбрал вот такое местечко. Тут трава растет по берегу. Там водоросли просматриваются в воде. Я думаю, здесь рыба ходит.
И есть вероятность, что она заплывет в Мерегу. Но туда вот затравку я и закину. Главное размахнуться и закинуть подальше. Самолеты, блядь, тут, сори, извините, летают, не дают нормальный звук записать природный птиц. Так, размотаю я катуху, чтобы вместе с катухой не улетела Мерега. Не закину. Я думаю, тут не будет коряк, по крайней мере в этом месте, чтобы не зацепиться. А то обычно в реке кидаешь, там у нас река есть такая, блин, все дно усеяно корягами. Рыбачить очень сложно, постоянные зацепы спиннингов, еще на удочку как ни шло. А вот сколько раз кидал мерегу, то же самое, течением отнесет, течение очень сильное. И дело труба, как говорится. Потом ее не вытащить, мерегу. Один раз не смог вытащить, пришлось новую покупать. Ну что, размахиваю, кидаю. Вот так хорошо пошло. Все, катушку оставляю на берегу. Смысла нету ее привязывать тут и в колышком втыкать. Не глубоко упала. Глубина маленькая. Даже мешочек виден. Примерно 20 сантиметров над поверхностью. Все, завязываю шнурки, опять развязались. На берцах цепляется за сучья. Штаны, правда, у меня короткие. Китайцы, братья, услужили. На 5 сантиметров короче прислали. Хотя по талии все окей, подходит. С трудом заправляется в берцы. Хотелось бы. Ладно, пойдем. Вот там, не знаю, видно вам или нет. Пузырьки идут. Но дальше кинуть тоже не получится. Ну, от силы метра полтора-два, может быть, дальше можно будет кинуть. Не факт, что там глубина больше. Все, пузырьки кончились. Хлебушек виден. Все, возвращаюсь. Так, господа, разложил уже удочку. Поплавок прицепил. Взял с собой несколько поплавков, потому что не помню, какой у меня тут стоял на грузове. Закинул уже, попробовал. Да, поплавок нормально. Имеет отгрузку хорошую. Ну, не пол поплавка торчит, как бы. Хотелось бы кончик, ну ладно. Не буду довешивать грузила. Так. Так, цепляем червя. Червей накопал хороших. Много. Для начала маленького цепанем. Куда вы ползете? Хочет уже убежать. Не нравится ему в коробке сидеть. На маленьких тут у меня маловато. Вот такой средний. Так, где мой крючок? Еще неизвестно, какое тут дно. Я имею в виду по глубине. Там видно будет. Давно я уже не ловил на удочку, поэтому немножко потерялся, как червя насаживать. Еще он извивается. Ну вот, проколол. Кстати, в некоторых странах, в частности в Норвегии, где я там жил и работал 10 лет, ловить на червя запрещено, негуманно. Типа червь чувствует боль, поэтому все ловится на искусственной приманке. Силиконовые черви и так далее. Так, червяк есть, сидит.
Поставим дно какое-нибудь, хотя бы метровое. Воткнул я тут сухую палочку, не хотелось свежую рубить, чтобы удочку подставить. Но ветки тут не нужны. Так, видите, да? Попробуем. Первый заброс в этом году. Так, поплавок стоит. Можем увеличить длину. Я имею в виду глубину. Вот тут быстро. Потом можно, в принципе, зафигачить с помощью катушки. Блин, нормально еще, но да нет, тут глубоко. По идее, можно было мерегу сюда закинуть. Глубоко. Хотя, фиг его знает. Вот реально. Где будет рыба? Тут или там? Блин, подтягивается плавок сюда. Мне хотелось бы чуть подальше. Оба! Вот туда. Ставим удилище. Так, пониже. О, самый раз. Поплавок тут лежит. Нет, нормально держится. Да блин. Положу-ка я на траву. Червей надо в тень, иначе они тут запарятся. Да, ребята? Поставлю я в тень за рюкзак. Ну что, господа, удачная будет рыбалка или нет? Напишите в комментариях. А в конце видео проверим. Хотелось бы что-нибудь поймать. И на жареху. Не знаю, как на уху. Но пожарить хотелось бы свежие рыбки. Ну и кошке принести, сиамские свои рыбки. Она еще как бы молодая, чуть больше года. И ни разу еще не ела речную и озерную рыбу. Все, отключаюсь пока до первой пойманной рыбы, а там посмотрим. Буду, господа, я перебрасывать. Я уже один раз перебросил. Уменьшил глубину, потому что червяк сидит в водорослях. Все, водоросли уже поперли, как говорится. Пространство для рыбы меньше над поверхностью водорослей. Но сейчас глубина все равно стоит вот такая. Не знаю, видите вы на камере? Где-то примерно 1,20 м. 1,30 м. Ни одной поклевки, господа, ни одной. Даже ничего не шевелится. Так, березка аккуратно заводим за спину и кидаем. Вот, ушел. 25 метров примерно. Я уже покидал спиннинг, господа. Смысла нету кидать спиннинг, потому что водоросли. Блесна возвращается
вся в водорослях. Можно использовать, конечно, блесна, не потопляйте, плавающие, как говорится, которые плавают там на полметра, заглубление у них или метровые. Но у меня есть, они, в принципе, большого размера. Маленькая рыба клевать не будет, а щука тут, я не знаю, есть или нет. В принципе, должна быть. Озеро очень древнее, и птицы должны были занести икринки для рыбы. А пока суть до дела, сделаем кофе тайм. Достану свой термос небольшой. Это у меня кружка была даже. Потому что с термоса пить как-то некомфортно. Ну где-то моя кружка. Я ее точно брал. Вот она. Статуиловская. Из Норвегии. Сейчас расскажу вам про кружку. Кому интересно, кто в Норвегии не был. Конфетки, само собой. Ну, извините, бальзама нет. Добавка к кофе. Ох, хороший рюкзачок от Абу Гарсия. Можно присесть. Плюс шмурдяк там внутри. Наливаем. Плавок не движется. Плохо. Есть вариант вернуться домой без рыбы. Кошка будет недовольна. Налил под самую горловину. От жадности, видимо. Так, что у нас тут по температуре-то? 73 градуса еще внутри. С датчиком температуры термос. Так. Итак, по поводу кружки. В Норвегии есть такая тема. Покупаете кружку. Ну вот, в данном случае вот эта кружка стоила, по-моему, 200 крон. Может быть, чуть больше, там 240 крон. И потом с этой кружкой идете на заправку, на Statoil, ну, само собой, машину там заправляете и подходите к автомату, где там кофе, чай, и, там какао, капучино и так далее. И наливайте себе там кофе или что хотите там. Ну, все, что есть в автомате. За это ничего не платите. И как бы вы уже заплатили, купив эту кружку. И целый год вот так вот пользуйтесь бесплатным там кофе, какао, капучино с горячим шоколадом. Удобно очень. Стоимость копеечная, можно сказать, блин, 200 крон. А кофе целый день. Фу, целый год. Причем оно стоит, блин, вот я уже не помню, давно это было, в 2016 году. По-моему, в районе 30 крон. То есть окупаемость моментальная. Школьники вообще на этом сидят. Скажем, близко расположенные там школы, учебные заведения рядом со Statoil. Они идут на Statoil со своими бутербродами. Естественно, куплена кружка. Наливает себе там кофе, какао и перекус. Очень удобно. Так, где моя конфетка? Люблю сладкое. Сладкоежка. Раньше мужики рассказывали в начале 2000-х,
Там вообще, блин, благодать была. Коммунизм, можно сказать, в Норвегии. Там у них даже хавчик бесплатный был. Бесплатная еда на Статоле. Ну, соответственно, тоже надо было там купить там кружку или что там, я не знаю, что там еще там было, может быть, раньше. Я как бы не спрашивал. И вот небольшой перекус, то есть вам давали еду еще дополнительно. Но потом когда мигранты уже совсем стали ломиться, ну как ломиться? Духи, конечно, они там уже, блин, 70-х, 80-х годов туда ломились. Я имею в виду европейцы. Наглые европейцы. Это прибалты. Особенно литовцы. Литовцы, поляки туда ломились. Соответственно, все испоганили. И вот в начале 2000-х, когда они начали ломиться, эту лавочку Норги прикрыли. Ну, все стало хуже с этой, блин, миграцией. Кражи увеличились. Норги там, в принципе, очень доверяли все. Дома не закрывали. Ну, как вот раньше в России тоже. Дом просто был на щеколду закрыт. Ну, может быть, даже и висел замок, но ключик всегда под ковриком был. Также и норги относились нормально все. Краж не было. Потом, когда понаехали прибалты, литовцы, поляки, начались кражи. Сейчас пролетит, расскажу. Ну вот эти бледнолицые, короче, мигранты. Ну не только мигранты, но так, сезонные работники приезжали подрабатывать. В основном занимались строительством. Договаривались там дом построить или там внутренние работы сделать по дому, там крышу перестелить или еще что-нибудь такое. Ну, Норг давал ключи, там доверял все. Уезжал, естественно, на работу, приезжал вечером, там, ну, в общем, контактировал как-то с работниками, то все. В конце, после окончания работы, естественно, Норг там отчитал ему денежку, все, те уехали. Через какое-то время, там, месяц, два, полгода, через год, в доме кражи. Кражу сделали, ну, либо сами вот эти работники, либо кто-то другой по их наводке. То есть они, когда делали ремонт, у них был доступ к ключам. Сделали копии ключей себе. Норг без задней мысли замки не менял, естественно. Ну и все, с дубликатом ключей воришки зашли в дом, все вынесли. И таких случаев очень много в Норвегии. Поэтому норги стали терять свое доверие к иммигрантам. Ну и к нам, бледнолицам, которые приезжали на заработки в Норвегию. Опять летит. Задолбали. Тут коридор и для самолетов, и там в 20 километрах аэропорт. И вот они здесь летят. На севере Норвегии еще там как бы мигрантов мало, но климат само собой суровый. Мигранты работают в основном там на рыбзаводах, на морях. Как бы их там мало. А центральная часть Норвегии и южная часть
вся заполнена мигрантами. Духи, плюс вот бледнолицые европейки. И многие стали меньше доверять людям. Ну вот как бы так, история о Норвегии, о норвежской кружке статуэловской. Даже не знаю, ребята, что делать дальше. Домой как-то уже ехать не хочется. Хоть и клёво нет. Надо, в принципе, дочку забирать с сада. Ну, позвоню, заберут дочку. Посижу, подышу свежим воздухом на природе. Хоть даже и клёва нет. Наберусь позитива. Может быть, что-то и клюнет потом. Послушаю пролетающие самолеты. Шум машин. Там в пределах километра торфоразработки. И слышно, трактора собирает торф. Один минус небольшой. Сейчас солнышко вот зайдет за деревья и пойдет по кругу и дальше за мою спину. И солнышка здесь не будет. Придется сидеть в тени. А вот уже как бы на меня тень падает и уже как-то некомфортно. Надо будет накидывать куртку. А на солнышке очень как хорошо. Просто суперски. Посмотрим ради интереса температуру по метеопрогнозу. Вот опять летит, блин, крылатая птица. Прогноз погоды на сегодня. Можно, конечно, у Алисы спросить, но не буду. -14 градусов у нас. В 8 вечера уже будет чуть-чуть похолодание, 12. Ночью 7. Нет, 6 даже. 6 градусов ночью. О, блин. Завтра дождь с утра. До полудня. Потом, правда, немножко будет солнышко. Так, а по ощущениям у нас как 12 градусов. Неплохо, в принципе. Ладно, господа, отключаюсь. Будет что интересное, включу камеру. Ну что, ребята, буду я, наверное, упаковываться в обратную дорогу. Я уже приоделся. Солнце зашло за деревья и достаточно прохладно. По ощущениям градусов 8 каких. Холодно, в общем. Я уже и кофе выпил, и уже даже успел пообедать. А рыбы все нет и нет. Беда какая-то. Клёва от слова совсем нет. Поплавок, блин, стоит на месте, как копанный. Иногда ветерком туда-сюда. И все. Беда с озером. Не знаю, должна же здесь рыба быть. Озеро очень много лет. Лет 70 точно. В то время здесь активно торфоразработки шли. Может быть, что-то выкопали. Может быть, оно уже еще раньше появилось. Вследствие каких-нибудь причин. Может, 100 лет назад, а может и больше даже. Не знаю. За это время птицы уже занесли бы сюда рыбу. В смысле икринки. И рыба уже расплодилась бы. Но рыбы нет, не клюет. Возможно, 13 мая. Поэтому беда с рыбалкой. Несчастливое число. Так что соберу сейчас удочку. Отпущу червей на волю. Кину там у Мерёги. И Мерёгу я уже перекинул слегка в другое место. Ну, чуть подальше удалось закинуть. И она немножко утопилась поглубже. Так, примерно
Ну, мешок с хлебом еще виден, так просматривается слегка под водой. То есть примерно на метр ушла, чуть больше на глубину легла, ну, на водоросли, на траву под водой, которая комары. По-моему, беда будет тоже и с комарами в этом году опять. В прошлом году август-сентябрь просто хоть не выходи, блин, на участок из дома. Просто комары уже ждут толпой около двери входной, чтобы кто-нибудь вышел и покормил их. Просто была жесть. Невозможно ничего было делать в огороде. По-моему, сейчас будет такая же беда. Потому что я сейчас шел, и просто толпы комаров взлетают с травы, вот с багульника. Как бы еще они потомство не вывели, то есть они еще не кусачие. Но это уже в процессе. То есть через недельку обещают потепление. Еще через недельку, возможно, уже будет прилично так тепленько. И комары начнут плодиться. Тогда будет, извиняюсь за выражение, жопа. Но я уже приобрел разную химию для комаров. И плюс приобрел электрический отпугиватель комаров. Туда вставляются пластинки, таблеточки, портативное устройство, типа мобильника, карман на пояс. И там аккумулятор, батарейка разогревает элемент, соответственно, нагревается пластина и происходит испарение вот этого ядохимиката, который отпугивает комаров. Устройство еще не доехало до меня. Наверное, через недельку я его получу. И сделаю обзор на канале. Потому что я как-то не хочу в этом году снова сидеть дома, никуда не выбираться. Ждать, когда настанут холода и комары немножко отпустят, как говорится. Жалко потерянного времени будет. Хочется побыть и на природе, но, блин, с комарами труба. Либо брать с собой, покупать еще, вот, ну, если бы вот этого прибора не будет, то какие-нибудь спирали там есть противокомариные. Но тоже, когда безветрие, да, а если ветерок, толку нету. Все эти спреи, пшикалки, мази как-то малоэффективны. В прошлом году пробовал мазаться. Блин, такое ощущение, что они наоборот привлекают комаров. Вот как-то так. Ладно, будем на этом заканчивать. Я собираюсь и выдвигаюсь к квадроциклу. Скажем так, ставлю видео на паузу. Вернусь послезавтра. Ну, уже, правда, без удочек. Хотя, может быть, и с удочкой приду, посижу еще какой-то там часик, но долго сидеть не буду. Вернусь за Мерекой. Проверю, заплыло ли туда что-нибудь. Вы уже в комментариях написали, удачная у меня рыбалка была или нет. Так напишите еще теперь в комментариях, заплывет туда в Мерёгу что-нибудь или нет. И если заплывет, что? Ну все, пойду к квадроциклу. Сниму немножко обратную дорогу, включу вам музыку. Смотрите. Ну вот, пробираюсь через багульник. Собрал я рюкзак, собрал удочку, положил чехол. Вот комары летают. Не знаю, камера показывает вам, нет? Потому что GoPro как бы уменьшает изображение. Просто под ногами тучи взлетают сразу. Кукушка провожает.
Надо будет приехать летом. Может быть, лисички тут будут. А там на болоте под Березовики. Никогда сюда не ездил за грибами. О, колея. А нет, тропа звериная. Потому что люди вряд ли протопчут тропу здесь. Звери все время ходят. Получается тропа. Людям здесь делать нечего. Хотя кто их знает. Вот тоже тропа туда. Чтобы людям протоптать такую тропу, надо постоянно ходить. Ну а куда тут ходить? На торфоразработки, что ли? На торфоразработки люди приезжают там на машинах, потом же на тракторах сюда. А вон квадрик уже виднеется. Заждался хозяина. Сухо в лесу. Дождей нет. Сейчас вот потеплеет, как я уже сказал, и пойдут комары. Еще дождик пройдет, и вообще будет труба. Ну уже, в принципе, в новостях читал, что ожидается продолжительные дожди в стране. Страну накроет дождевой циклон. Недавно пошел, червей выкидывать к Мереге. Телефон не успел достать, очередной Геркулес пролетел. Штук 5 их уже сегодня прошло, по крайней мере, я заметил. Еще, может быть, просто сидел спиной, как бы не оборачивался и не слышал, но не видел, в смысле. Может, еще пролетело. Потому что звуки такие были тяжелые. Как бы большой самолет пролетал. Видите, летит Геркулес. Второй уже пошел. Интересно, третий пойдет? Пока не слышно. Натовские Геркулесы. Еще один натовский полетел. Да, вот тут лосики ходили. Мои следы, я разворачивался. Так, пройдем, посмотрим, человек ходил тут или нет. В принципе, нет, потому что я сюда же ехал, тоже следов человека не было. Вот только копыта лося. Вот чуть-чуть дальше прошел и, видимо, через канал перебрался. А нет, дальше есть тоже следы его. Дальше туда пошел вдоль канала. Хорошо в лесу. Подышал воздухом свежим. Хоть и не поймал ничего. Ну, надеюсь, в Мерегу зайдет что-нибудь. Так, сейчас привяжем рюкзак. Чехол с удочками. И двинемся в обратный путь. Так, рюкзак я привязывать не буду, он за спиной у меня. Удочки просто. Так, я вот думаю, поперек их как-то мне не хочется опять ложить. Потому что там достаточно узкие деревья. Ну, в смысле, не узкие деревья. Растут слишком близко друг от друга. Впритык продираюсь с квадриком. И есть вариант, что зацепишь удочки, и им будет капец. Поэтому я их положу вот так вот. Сейчас мы их так и зацепим.
наконец здесь заболтаем. Вот никуда они не денутся. Ногу я там просуну. И второй конец здесь. Так, посильнее зажать. Не хочет растягиваться. Вот так. Ну вот, все хорошо будет. Здесь зацепим. Все, перфект, как говорится. Так, что у нас там летит? Пассажирский. Вояки пролетели, теперь пассажирские летят. Включаем квадрик. Есть контакт. Так, мои ключи никуда не пропали. Не пропали. Так, от дома у меня тут. Понятно? Ну все, поехали, господа. Оп. Так, нога проходит. Проходит. Так, посмотрим, что у нас там показывает камера. Может, чуть подстроить надо, чтобы вы видели хорошо дорогу. Сейчас я наклоню. Ну вот. Так. Вот в эту сторону. Есть контакт? Есть. Все. Телефон убираем. Поехали. Да. В следующий раз надо будет пилу взять. Проблемные участки подпилить деревья. Потому что я думаю, не первый раз и не последний еду сюда. Когда-нибудь мне улыбнется удача, и я что-нибудь поймаю на этом озере. А пока, господа, наслаждайтесь видом карликовых берез и торфяного болота. Так, я тут не проезжал. Не хочется следить по мокрому, чтобы не давать повода людям потом сюда идти и смотреть. Потому что последний раз, когда я проверял фотоловушку с дочкой, дочке 5 лет, мы приехали фотоловушку проверять, ну и сняли ее, естественно. А вот следы есть человеческие, старые довольно, и следы собаки, может быть, волка поверху человеческого. Кстати, волки есть, вы видели на моих кадрах от фотоловушки. Блин, честно говоря, я мало различаю собачьи и волчьи. Надо будет как-то поднять эту тему.
Короче, в фотоловушке засветился человек, когда мы с дочкой забрали фотоловушку последний раз. Ну, ее надо было уже забирать. Она, в принципе, уже села, аккумулятор сел, надо было на зарядку брать. Ну и плюс я хотел поменять там микрофон фотоловушки. А то слабенький достаточно звук пишет. Вот она тут, сосенка мешающая. Ну вот, если бы удочки поперек лежали, было бы проблематично немножко. Можно обломить. Да, если дожди пойдут, я тут уже не проеду. Сяду. Так, где я тут шел? Так, я сюда шел. Ну, логично, потому что там какая-то каша. Хоть метки ставь. Так, и здесь пойдем. Ох, кочка прошла под днищем. Так, там, да, там слишком много деревьев, я не пройду. Да, вот здесь мои следы, да. Благо резина такая у меня по пересеченке стоит. Но она изначально заводская такая стоит. Поэтому следов мало оставляем. Если бы стояла тракторная, тут мы наследили бы. Вообще надо поставить тракторную резину. Ну и колеса побольше поставить. Денег, правда, стоит пипец. Дороже, чем на машину. Ух ты, ух ты, ух ты! Застряли. Так, вперед. Ух ты, ух ты. Так, вывернем колесико. Так, возьмем разгон чуть-чуть. А ты на ты. Придется слезать. Чуть-чуть толкнуть. Да, вывернула колесо. И дальше не хочет. Да, тут такие две кочки приличные. Уперся колесами в них. Так, вперед пойдем. Вот лопату бери с собой. Подкопать. Убрать кочки. Бревнышко тут не в кассу тоже большой лежит. А на болоте тишина, никто не бродит. Так, я здесь шел. Да, следы лосиные везде.
Ну вот, уже дорога будет получше. А там следы человеческие. Возможно, это я шел. Тут, когда делал обход вокруг озера, я шел этим путем. Возможно, это я наследил. Потому что тогда еще как бы тут влажная почва достаточно была. И следы оставались. Надо было ради интереса слезть, померить след. Потому что я шел тоже в этих берцах. А, вот. Есть тут след человеческий. Сейчас померим, мой это след или нет. Нет, господа. У меня 41-й, а тут как минимум 43-й. Не мой след. Кто-то шел. Другой. Возможно, тот человек, который попал в фотоловушку. Потому что, судя по видео, довольно рослый человек был. Ну что, поехали дальше. Правда, он на видео был без собаки, а тут вот следы собаки. Хотя, может, и волка. Блин, а на солнышке тут тепленько. Не как там в теньке-то. Честно говоря, я сюда ехал, как бы уже растительность поменялась, ну, в смысле листья появились, трава немножко поднялась, не как вот, когда я обзор делал по озеру. И местность такая малоузнаваемая. Я сначала подумал даже, что не туда еду. Ух ты, ух ты, ух ты.
Канал уже цвести начинает. Стрекозы меня провожают, вокруг летят. Ну все, господа, увидимся в следующей серии, когда я приеду на озеро проверять мерегу. Это будет послезавтра. До встречи. Привет, ребята! Продолжаем эпопею о рыбалке на Черном озере. Сегодня поеду проверять мерегу, которую я там оставил. Извините, времени прошло много. 3 недели прошло, как она там валяется в озере. Но для этого есть объективные причины. Буквально на следующий день, после того, как я приехал с рыбалки с Черного озера, начались дожди. И уже потом на следующий день конкретные ливни пошли. И буквально все затопило. Реки очень полные, канавы полные. И вода вообще не уходила. Такое ощущение, что пленку расстелили на земле, и она просто не всасывалась. И, соответственно, ехать туда бесполезно. На моем заднеприводном квадрике туда вообще не пробраться. Даже вот тут за поселком канал не могу переехать, потому что там больше метра воды. По болоту, само собой, там тоже, я думаю, была вешалка. Просто надо было за несколько километров, километра за 2 точно кидать квадроцикл и идти пешком. Не факт, что в сапогах там вообще пройдешь. Надо либо болотники, либо вейдерсы. Ну, сейчас вот съездил на окраину поселка, посмотрел канал. Да, пересохло. То есть на квадрике могу проехать. Ну вот поеду на болото. Не знаю, как по торфянику поеду или не поеду. В зависимости от ситуации, подсох или нет. Если нет, то оставлю квадрик там где-нибудь максимально близко к озеру и пойду пешком. Болотники не брал. Надеюсь, пройду в сапогах. Давайте смотреть. Ну что, господа, наконец-то я добрался. Ну, скажем так, без приключений. Было несколько мест таких сложных, где можно было сесть, но в целом все подсохло. Вот видите, торфяник даже такой более-менее сухой. Приехал я на свое прошлое место, где я раньше парковался. И вот сейчас переберусь через канаву. В канаве воды практически нету. Бревнышко лежит там. Пройду 100 метров до озера. И проверим нашу мерегу. Интересно, что-нибудь попалось или нет. Что-то я сомневаюсь. Потому что как бы озеро на торфянике, а почва кислая. И, возможно, рыба здесь просто не водится. Ну, проверим. По крайней мере, я буду знать, что сюда можно на рыбалку ездить или нельзя. Идем. Да, хорошо, что я сапоги одел. В берцах тут немножко замок бы. Вот заодно проверю, комары появились или нет. Позавчера как бы во дворе у меня один пытался укусить. Не один, а одна. Кусают уже комарихи, не комары. Так, что не видно комаров. В прошлый раз, когда шел, просто идешь, шуршишь по траве, по багульнику, и просто толпы залетают. Сейчас их нету. Черника. Черники в этом году не будет, потому что морозы. Практически во всех странах были майские. Не так давно как бы
холода закончились. Все было холодно и холодно. Пришлось дома камин все время подтапливать. Так, что у нас на озере тут творится? Тишина. А посередине там какая-то дичь плавает. Посмотрим. Ой-ой-ой. Стрекоза летает. Когда в лес заезжал на квадрике, ну там как бы перешеек через канал проходит. И десяток, наверное, утят такие через дорогу перебегали. И увидели меня, зашугались такие в разные стороны. Мама по одну сторону канала была, они как бы по другую, там и в траве. Я заглушил квадрик, постоял там пару минут. Утка там кря-кря-кря. И ломанулась к утятам. Да, немножко вода поднялась, но не смертельно. Я думаю, я свою эту самую, как его... Блин. Шнур на этой самой, на бобине найду. Он рядом с берегом был. Я не думаю, что затопило. Так что, в принципе, болотники мог и не брать. Но как бы я их и не взял. Да, комаров нету. Вот иду по багульнику, ничего не взлетает. Будем надеяться, что нам комары немножко дадут пожить. В этом году, не как в прошлом году, вот под осень. Нереально выйти просто на участок. Не спасало ничего. Тишина, хорошо. О, нацеплял этого самого, как его, паутин. Ну, клещей тут нету. Маловероятно, по крайней мере. Не любит клещи сосновый лес. Тут много муравьев. А муравьи — естественный враг клещей. Там на дороге, на торфянике следов очень много было. О, чья-то лёжка. Интересно, кто тут был. Так, следов было много очень. Ну, лосиные, само собой. И похоже, что волчьи. Кто смотрел мои видео с фотоловушки, тут видел волка. Волк есть. Буквально тут полтора километра отсюда. Там стояла фотоловушка. Я не думаю, что он один здесь. Я думаю, он тут живет как бы со своей семьей, стайкой. Он бродил, правда, один. Так, вот здесь я ловил рыбку в прошлый раз. Ничего не изменилось. Ничего. Никто не приходил. Хотя тут что-то подмято такое. Кто-то ходил. Ладно, пойдем доставать мерёву. Мне уж больно интересно.
что там такое. Попалось ли вообще что-то. Хотелось бы. По крайней мере, хоть кошки, рыбка. Если и попалась, то я думаю, она уже не живая. Потому что 3 недели прошло все-таки. Ну как есть. Были потопы, не судьба была сюда добраться. Так, где я ее оставлял? Ну, там где-то. Нет, нет. По-моему, не здесь. Вот прикол. Теперь еще найди ее. Да, вот, по-моему, здесь. Метку GPS ставь. Так. Где тут была в траве катушка? Сейчас я поставлю камеру на штатив и поищу. Я уж подумал, кто-то забрал. Вот она. Фу, черт побери, господа. Сори. Что-то попало в нос. Пыльца какая-то. Сейчас переставим камеру. Давайте тащить. Ребята, пишите в комментариях, есть там что-нибудь или нет. Если есть что. Ух ты, как мешочек с хлебом-то разбух. Господа, пусто. Ничего нет. Вот так как-то. Не судьба половить на этом озере. Значит, рыбы здесь нет. Ну что делать? Как там говорится, плохой результат — это тоже результат. По крайней мере, больше нет смысла терять время, приходить сюда, сидеть часами, пытаться что-то поймать. Рыбы здесь нет. С дичью
тоже не особо как бы. Есть несколько особей уток, но они достаточно далеко. И попасть в них будет проблематично. Ну что, господа, собрал я мерегу, прополоскал мешочек из-под хлеба. О, лягушечки запели, жабы. Буду собираться в обратный путь. Не судьба половить. Да-да. О, говорливые-то какие. Хорошие звуки. Надо будет записать на диктофон. Иногда можно делать аудио вставки к видосам. Сейчас я так и сделаю. Ну, а вам, ребята, всем пока. Спасибо, кто выдержал это длинное видео, досмотрел до конца. Сори, как говорится. Все, увидимся в следующих видео. Пока.